Всем привет! В этой серии я соберу и обкатаю вот такой грузовик, полностью напечатанный на 3D принтере. А скачать мои модели для 3D печати вы можете по ссылкам в описании. Как вы помните, в прошлых сериях я уже собрал шасси и кабину, и теперь остается лишь собрать заднюю часть кузова и установить на шасси. Когда все детали напечатаны, можно приступать к сборке. Для начала установим воздухозаборники. И приклеим сетку, которая тоже была напечатана на 3D принтере с оплом 0,4 мм. Приклеиваем пластину, на которую будут крепиться листы крыши. Склеиваем листы крыши дихлорметаном. Теперь нам необходимо собрать дверцы. Я их разделил на две части, чтобы они могли поместиться на стол 3D принтера. Далее запрессовываю магниты диаметром 5 мм и толщиной 2 мм. Перед запрессовкой обрабатываю посадочные места дихлорметаном для размягчения пластика. На переднюю рамку приклеиваем магнитные кронштейны под цифрой 1. Затем приклеиваем кронштейны, на которые будут прикручены дверные петли. Обрабатываю детали рамки и панели кузова дихлорметаном и приклеиваю друг к другу. Собираю брызговики. Приклеиваю уголки к заднему листу кузова. Для удобства сборки в листе предусмотрены пазы. На заднюю рамку также приклеены магнитные кронштейны и кронштейны петель. Используем магнитные кронштейны под номером 2. Далее необходимо установить задние листы на рамку при помощи переходных кронштейнов. Приклеиваем части кузова к крыше.
Теперь необходимо установить магниты в дверце с соблюдением полярности. Я делаю так. Сначала примагничиваю их к магнитам в кронштейне, а затем по очереди запрессовываю в пластину. Устанавливаем петли на дверцы и прикручиваем их винтами М2 на 8. Сборка кузова завершена. Далее на универсальное шасси устанавливаем брызговики. Устанавливаем замки кабины винтами М2 на 16. Пришла очередь установки самой кабины. Ее я напечатал и собрал в прошлом видео. Кабина крепится к раме при помощи всего двух винтов М2 на 12. Устанавливаем бампер. Сначала прикручиваем кронштейн к раме и сам бампер. Кузов прикручивается к раме 8 винтами М2,5 на 8. КамАЗ-432690 собран, а в следующем видео я покажу процесс покраски и нанесения наклеек. На этом я с вами прощаюсь, а далее вы можете посмотреть тестовый выезд. Всем добра!